Сегодня среда, 31 мая. Сейчас время около 9 вечера. На улице очень жарко, как всегда. Это мы одеты по-походному, с кучей вещей. Потому что мы сейчас ждем автобус, который нас повезет до горы Моисея, где у нас будет ночное восхождение в гору. Там довольно прохладно, поэтому берем с собой вещи. И также сухой паёк, который мы запросили в гостинице накануне. Он довольно хороший, вода, фрукты, овощи, бургеры, так что есть что перекусить. Вот путешествуйте вместе с нами, поднимайтесь на гору, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы вас всех очень ждем. И первые христиане начали мигрировать на Синай. Почему именно на Синай? Мы видим для этого три причины. Первая причина — Синай находится далеко от римской земли. Вторая причина — Синай — это очень спокойное место, и христиане жили здесь только для культа своего Бога. Третья причина — это самое главное: здесь находится неопалимая купина. Неопалимая купина — это пост, во дне которого Аллах говорит с Моисеем, где находится сейчас внутри монастыря. Христиане жили здесь в IV веке, на Синайском полуострове в IV веке. Они строили храмы, церкви, все для христианских обрядов, все для культа своего Бога, а также христианских обрядов. Ну вот мы в полной пустыне. Даже не знаю рядом какой населенный пункт. У нас еще одна остановка. Вот уже 3 часа мы едем. Полная ночь. Сейчас час ночи. Я думаю, еще чуть-чуть, и мы уже будем на месте. И здесь уже очень холодно. Ну да, я видел 10 километров написано. Да, осталось 10 километров. Вот, и уже, я думаю, градусов здесь 18-20. То есть уже надо утепляться. Ну, уже скоро доедем. Вот наш микроавтобус тут стоит. Вот мы приехали за 4 километра от монастыря Святой Екатерины. Что такое? Все автобусы уже приехали, мы последние? Или мы первые? Ну вот час 20, как все обычно приезжают. Все нормально. Ну вот сейчас температура комфортная, примерно 18 градусов. Ну мы, конечно, уже в кофтах, но, по крайней мере, не холодно. Нет совсем ветра, то есть очень комфортно идти. Как будто днем все лавочки открыты, сувениры, одежда, все, что хочешь. Здесь как будто такой мини-городок. Бедуинов. Вот, уважаемые гости, можно везде фотографироваться. Здесь направляют нельзя. Понятно. Хорошо. Только полицейский босс тоже нельзя. Подождите меня здесь. Уважаемый! Подождите меня здесь, пожалуйста. Сейчас я пойду туда и я обещаю информацию про нашу программу и про нашу. Отлично. My friend wait for me here. Okay. Они будут останавливаться выше, там, вот я Ну там все, снимала. 7 остановок там вообще. Сейчас надо просто настроиться, мы еще расслабленные все. Надо настроиться на темп. О, Марчик. Давайте вот это там. Налево.
Ага. За те верблюдские. Up, yes. You wait. Finish the camel shooting. Guys, we take a break here. Tea, coffee, chocolate, bread. Chai, Как здесь хорошо. И даже шашлык. Мы прошли, сказали, самую легкую часть пути, но была невероятно трудная часть пути, конечно, невероятно. Хотя на улице неплохо совсем. Мы подошли к стоянке верблюдов, где они тут заканчивают поездку. Если кто-то хотел на верблюде, конечно, на верблюде было бы легче пройти этот участок. Совсем нелегко было подниматься. Сейчас время Спускается. 4 часа. То есть я думаю, мы 2 часа поднимались на этом отрезке пути. Вот осталось еще 1 час подниматься по ступеням. Конечно, очень сложный путь. Да. И, конечно, надо подниматься в своем темпе, делать остановки, когда вам нужно. Надо идти в спокойном темпе и подниматься с удовольствием и смотреть на звезды. Да? Ну да, точно. Да, здесь очень хорошо на самом деле. И мы очень высоко. Ну да, друзья, сейчас очень сложно становится. Очень много людей. Обрыв налево. И все идут колонкой. Ну вот. Дошли до последней точки отдыха. Все, сейчас последний рывок и пойдем встречать рассвет. Мы все-таки почти дошли. Здесь можно немножко перекусить. То, что мы взяли из отеля. Все очень хорошо. Да, Никол? Вот. Сейчас время 5:10, и уже небо Небо светлеет. светлеет. Атмосфера очень интересная, конечно. Ну вот, пойдем встречать рассвет. Добрались почти. Ну вот мы дошли до горы. Поднимались 3,5 часа. Вот, но это очень спортивная ходьба. То есть надо идти максимально налегке, ничего не брать с собой и подниматься в спокойном темпе. Сейчас мы здесь на вершине горы Моисея, и мы ждем рассвет. Уже посветлело небо, и сейчас будет выходить солнце через 10 минут. Мы ждем.
Specjalnie po robić, a i gryzie. Pochino da $3. Не знаю, что лучше, подниматься или спускаться. Осторожно, не поскользнуться. Ой, наконец-то мы одни здесь, в этом чудесном месте. У нас идет плавный спуск. Вся наша группа ушла далеко вниз.
А мы не спеша любуемся такими прекрасными горами, скалами. Они все разных цветов, на солнышке. Погода очень комфортная. Не жарко и не холодно, солнце тепленькое, но не горячее совсем. Да, места, конечно, потрясающей красоты. Эти горы уникальные, да? Да. И, конечно, тут надо гулять в своем ритме, не торопясь и наслаждаться как раз красотами и всеми видами, которые тут открываются. И не бежать толпой ни вверх, ни вниз. Тишина. Hello. Hi. And you? Yes. Oh, at night.
Ну вот мы вчера вернулись из потрясающей поездки, подъем на гору Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины. Вчера было очень жарко, мы уже были совсем без сил, и поэтому сегодня решили вам рассказать немножко о своих чувствах после этой экскурсии. Экскурсия очень хорошая. Единственное, что ты долго едешь, 3,5 часа до места, полчаса еще там проходишь контроль, и где-то в 2 часа только начинается подъем. И подъем надо закончить до 5:30, потому что начинается уже восход солнца. Весь путь состоит из 2 частей. Первую часть вы можете проехать на верблюде, либо пройти пешком, как мы, но надо иметь с собой фонарики. И вторую часть надо пройти по ступеням, которых очень много, где-то 750. И ступени – это не то, что настоящие ступени, это просто в скале выдолбленные такие большие, в виде ступеней камни, по которым ты идешь, поднимаешься один за другим, друг за другом, толпой. Все происходит очень медленно, и надо аккуратно подниматься, и довольно сложно. То есть ступени иногда могут быть высотой почти метр. Вот весь поход у нас занял, весь подъем где-то 3 часа, потому что где-то в 5 утра уже небо начало светлеть, и был интересный момент, что светлое небо, но солнце еще не вышло. Мы стоим на последней площадке, готовы уже подняться и пройти последние 50 ступеней вверх, чтобы увидеть рассвет солнца. Это, конечно, незабываемый момент. Мы немножко перекусили еды, которую брали из отеля, морально приготовились преодолеть эти последние ступени и пошли вперед. Нашли место, откуда был замечательный вид на восход солнца. Солнце появилось, и мы увидели потрясающие горы, невероятной красоты скалы, по которым мы поднимались вверх весь этот путь. Это, конечно, невероятное приключение, которое стоит пройти. Это паломнический тур. Действительно, когда ты идешь, ты преодолеваешь какие-то трудности в себе. И когда поднимаешься на вершину, ты понимаешь, что действительно это стоило сделать. Мы всем советуем это путешествие. Это, конечно, незабываемый момент рассвет солнца на горе Моисея. И спуск занимает тоже 3 часа. Монастырь Святой Екатерины открывается в 9 утра. То есть примерно за 3 часа в спокойном темпе легко можно спуститься. Спуск первой части по ступеням очень тяжелый. То есть ты идешь опять друг за другом, выбирая место, куда спуститься, куда поставить ногу. Но в конце вторая часть пути достаточно легкая. Ее можно пройти достаточно быстро. В общем, все занимает спуск максимально 3 часа. Конечно, подниматься лучше в своем ритме, не торопясь. И если повезет с гидом и с группой, то вы пойдете в спокойном ритме, с шуточками, в хорошем настроении. Либо вы будете гнать вперед в бодром темпе все выше и выше. Это зависит... Это непредсказуемо, и это зависит от гида, которого вам повезет получить. Вот. В монастыре проводится экскурсия на всех языках. То есть можно пройти внутри, посмотреть, как все расположено. Интересно рассказывают около места, где растет неопалимая купина. Этому кусту уже больше 3000 лет, и он в прекрасном состоянии. Все время появляются новые листики, и даже дают веточку взять с собой домой, сухую веточку. Она достаточно колючая. Вот, очень интересное место, обязательно к посещению. Мы постарались в этом видео показать весь наш путь, наш маршрут, как мы его преодолели с гордостью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, путешествуйте вместе с нами. Мы вас всех очень ждем.